Всем привет, я Саша, добро пожаловать на мой канал. Сегодня покажу, как готовить эти красивые и вкусные тыквенные сконы. Немного хрустящие снаружи и такие нежные внутри, покрытые идеальной тыквенно-коричной глазурью. Поехали! Разогреваем духовку до 190 градусов Цельсия. В чашу для смешивания просеиваем муку. Добавляем разрыхлитель, сахар и немного соли. И, конечно, все эти праздничные пряности. Корица, молотый имбирь и немного мускатного ореха. Хорошо смешиваем венчиком и добавляем холодное сливочное масло, порезанное кубиками. Соединяем все ингредиенты, превращая в однородную крошку. Достаточно быстро, чтобы масло не таяло. Я также добавляю тыквенные цукаты. Просто режу их помельче. Конечно, необходимо тыквенное пюре. Кстати, я всегда использую домашнее. Смешиваем с пахтой или кефиром и добавляем в чашу. Соединяем все лопаткой или деревянной ложкой. Когда тесто начнет собираться вместе, перекладываем его на поверхность, присыпанную мукой, и формируем квадрат или что-то вроде. Затем складываем пополам. Формируем прямоугольник или опять квадрат и снова складываем. Добавляйте немного муки, если нужно, но немного. Наконец формируем квадрат толщиной где-то 3 см. С помощью ножа или шпателя делим на 2 части. Затем каждую еще на 2. Делим каждый квадрат на 2 треугольника. Можете сделать большие сконы или совсем маленькие, деля каждый треугольник пополам, по вашему желанию. Перекладываем сконы на противень, застеленный бумагой для выпечки. Взбиваем вилкой яйцо и немного молока и покрываем смесью верхушки сконов. Ставим в духовку и выпекаем около 25 минут до золотисто-румяного цвета. После духовки остужаем на какой-нибудь решетке. Можно есть и так, теплыми или остывшими, а можно покрыть тыквенно-коричной глазурью. В чашу добавляем тыквенное пюре, сахарную пудру, молотую корицу, несколько капель лимонного сока. Взбиваем до однородности и покрываем сконы сверху. Можно добавить немного поджаренных тыквенных семечек. Когда глазурь схватится, можно подавать. О май гад, пахнут просто невероятно. Идеально тыквенные и такие пряные. Эти солнечные сконы наполнены тыквенным вкусом и идеальны для этого сезона. Всем срочно надо, незамедлительно. Самый красивый скон для тебя. Ты посмотри на это. Выглядит потрясающе. Пахнет потрясающе. И потрясающе вкусно. Напоминает мне, как это по-французски, pain d'épices и пряник. Это как будто тыквенный пряник. Pumpkin gingerbread. Это очень вкусно. Список ингредиентов найдете под видео. Спасибо за ваши лайки и комментарии. Не забывайте подписываться. Хорошего дня, до встречи, пока.